Всем привет! С вами Фуза, и вы на канале Pinball Russia. В прошлом выпуске мы с вами разбирали самые основные элементы, которые находятся на поле у пинбола. Если вдруг не смотрели, обязательно посмотрите, ссылочка появится сейчас вот здесь. А сегодня мы поговорим с вами о терминах, которые присутствуют в игровом процессе практически каждого пинбол-автомата. Итак, начнем с самого простого, это Extra Ball. По умолчанию за одну игру игроку в пинбол дается 3 шарика. Это 3 попытки, 3 жизни, короче, кому как удобно, так и называйте. Так вот, Extra Ball — это дополнительный шарик к тем 3, которые вам выданы по умолчанию. Обычно Extra Ball можно получить за какую-то последовательность действий. Например, в автомате Марс атакует, вам по сюжету игры нужно уничтожить 2 марсианские тарелки. Но опять же, я говорю о стандартных настройках автомата. После того, как вы активируете Extra Ball, его нужно выбить. В этот момент на поле заморгает иконка с надписью Extra Ball. Попав в этот сектор, вы выбьете Extra Ball и получите возможность сыграть на 1 шар больше. Также часто встречается такой термин, как лид. Дословно лид значит горит. Это когда у вас в процессе игры активируется какой-то сектор на поле, например, тот же самый Extra Ball. В этот момент из динамиков может прозвучать Extra Ball is lit. Это значит, что сектор с Extra Ball активирован, и вы можете его выбить. Давайте теперь поговорим о том, что есть абсолютно в любом автомате. Это мультибол. В каждом пинболе он открывается по-своему, о чем я вам, естественно, расскажу в последующих выпусках. Поэтому, чтобы их не пропускать, нажмите на кнопку «Подписаться» и на колокольчик. Итак, вернемся к мультиболу. В общем, это режим игры, в котором у вас будет 2, 3, 4, иногда даже 5 или 6 и даже более шаров одновременно на поле. В этом режиме у вас будет возможность собрать внушительное количество очков, потому что во время игры в мультибол у вас будет возможность выбить еще один термин из пинбола — это джекпот. Я думаю, суть этого термина вам объяснять не нужно. В общем, это какое-то огромное количество очков. Джекпот может быть обычным, может быть дабл джекпот, может быть двойным, может быть трипл джекпот, может быть тройным, может быть супер джекпот. Это какой-то супер-пупер джекпот с огромнейшим количеством очков. Кстати, супер джекпот вполне может сопровождаться фразой из динамиков «супер джекпот is lit», что будет для вас подсказкой о том, что сектор с супер джекпотом появился на поле. Режим мультибола будет длиться до того момента, пока вы не потеряете все шарики, кроме одного, после чего режим мультибола будет окончен. Следующий термин — Ball Saver. Короче, это типа режим бессмертия. То есть во время того, как Ball Saver активен, вы можете не волноваться о том, что потеряете шарик. Автомат все равно вам выдаст еще шары. В пинболах легко можно понять, когда Ball Saver активен. Практически во всех современных пинбол-автоматах между двух флипперов или где-то рядом с ними будет иконка Shoot Again или типа того, как она будет подписана. Так вот, если эта иконка мигает, значит Ball Saver активен. Если она погасла, значит Ball Saver уже не активен. И если она горит, то вы выбили Extra Ball. Следующий термин — Mode. Это режим, миссия, задание, неважно как называть. Суть в том, что в этом режиме у вас будут гореть какие-то определенные цели на поле. И вам нужно стараться попадать туда, чтобы собрать очки и проходить эти задания. Обычно миссии и задания работают по таймеру, то есть на выполнение задания у вас будет какое-то количество времени. После чего режим закончится. Раз уж мы начали говорить о режимах, то есть такой режим, который называется Hurry Up Mode. Кто знает английский, Hurry Up переводится как «торопиться», ну или как-то так. Суть режима заключается в следующем. У вас на экране будет какое-то количество очков, и вам нужно будет попасть в какой-то определенный сектор на поле, который будет специальным образом подсвечен. Но проблема в том, что с каждой секундой у вас количество очков будет стремиться к нулю. То есть чем дольше вы возитесь, тем меньше очков вы получите. Дальше есть такой термин, он, правда, не везде встречается, называется Video Mode. Это видеоигра на дисплее пинбола. Там можно выиграть какое-то количество очков или Extra Ball, но все опять же будет варьироваться от игры к игре. Во многих играх встречается такой термин, как Skill Shot. Это какое-то маленькое мини-задание в самом начале каждого шарика, выполнив которое вы можете получить какое-то существенное количество очков, при этом применив свой навык. Потому что задание, как правило, не всегда простое, и длится оно всего пару секунд с запуска шарика. Так что либо получится, либо не получится. Бывают также различные вариации скиллшота, например, супер скиллшот или hands-free скиллшот. Обо всем я буду пояснять в каждом конкретном случае. Следующий термин — мультиплеер. Встречается во многих играх. Это умножение. Может применяться как к какому-то сектору на поле, так и, например, к бонусу, который начисляется в конце каждого раунда. Множитель может принимать различные значения, например, x2, x3, x10, x30. Все зависит от конкретной игры и правил. Вы сами решаете, повышать его или не повышать, но во всех играх, где он есть, его можно увеличивать, выполнив какое-то действие на поле. Идем дальше. Tilt Warning. Tilt, как вы уже знаете из предыдущих видео, это механизм, который фиксирует тряску автомата. Если вы сильно толкнете автомат, датчик это зафиксирует, и вы получите Tilt Warning. Это и есть предупреждение за сильную тряску автомата. На стандартных настройках в каждом автомате выносится 2 предупреждения за чрезмерную тряску, после чего игра останавливается, и вы потеряете текущий шарик.
Во многих играх из-за того, что вы тильтите, вам не будут начислены бонусы в конце раунда. Поэтому я крайне не рекомендую вам тильтить, например, если вы набили умножение в конце раунда кратное x5 или выше. И последние 3 термина на сегодня — это Replay, Special и Match. Итак, Replay — это бесплатная игра, которую можно получить, побив значение Replay Score, которое можно увидеть на экране. Если игрок набивает больше, чем Replay Score, он, соответственно, и получает еще одну бесплатную игру. Далее Special — это сектор на поле, который так и будет подписан, его нужно активировать, выполнив какие-то действия, иногда можно получить бонусом. Когда иконка загорится, вы, скорее всего, услышите фразу Special is lit, и это значит, что его можно будет получить в соответствующем секторе на поле. По умолчанию Special равно Replay, то есть еще бесплатная игра. Но в настройках можно менять значение Special на какое-то количество очков или Extra Ball. И последний термин на сегодня — это Match. Это игра на удачу в самом конце игры, когда все шары отыграли и известно количество набранных вами очков. В общем, это возможность получить реплей просто так. Суть в следующем. Все будет происходить на экране пинбола. Из количества ваших очков берется 2 последние цифры. Если они совпадают со случайно сгенерированными числами на экране автомата, то вы получаете реплей и сможете проверить свои навыки в пинболе еще разок. Кстати, в самом конце каждого выпуска мы ставим анимацию из матч-сцен, взятую из реальных пинбол-автоматов. На сегодня это все термины, о которых я вам хотел рассказать. На мой взгляд, это все самые часто встречающиеся, о каких-то специальных терминах я буду пояснять дополнительно. Скорее всего, они уникальные, чем регулярные. Поставьте пальцы вверх, если вам понравилось. Если что-то было непонятно, спрашивайте, обязательно отвечу. Так, про подписки, колокола я уже говорил. Тогда всем спасибо за просмотр. Увидимся на следующей неделе. Пока!